Как быстро вам удалось справиться с чувством вины после выхода из организации? И сегодня мы поговорим о чувстве вины. Например, такого фильма, как «Отступничество». Возможно, некоторые из вас его видели, и все равно будет интересно рассмотреть именно с другого ракурса ту же самую историю. И фильм был снят режиссером, который сам был свидетелем Иеговы на протяжении нескольких лет и смог передать то, как чувствует себя человек, лишенный общения, изнутри. Итак, коротко о фильме. Это история о матери и двух дочерях. Младшая дочь Алекс все еще испытывает чувство вины и стыда за то, что когда она была маленьким ребенком, ей сделали переливание крови. Без этого она бы умерла, но организация расценивает переливание как злоупотребление своим телом. Старшая дочь Луиза начинает подвергать сомнениям систему убеждений группы, которые были ей навязаны. Когда она беременеет после отношений с несвидетелем, ее исключают из собрания. Мать Иванна настолько твердо верит в учение организации свидетелей Иеговы, что ради своих убеждений готова пожертвовать связями с дочерьми. В частности, когда старшую дочь Луизу лишают общения, и, конечно, мать обязана прервать общение с дочерью, она так и поступает. И так как когда ее лишили общения, она должна была покинуть дом, ну и в дальнейшем она расстается с парнем, остается беременная, остается одна и продолжает ходить на встречи собрания, разговаривать со старейшинами и планирует вернуться в организацию. Но интересно, что на одном из правовых комитетов группа старейшин говорит ей, что пока они решают, что они считают, что она недостаточно раскаялась, чтобы вернуться. И один из главных аргументов, как они говорят, потому что она позволяет своей матери приходить к ней и помогать по дому. Хотя она должна прекратить всяческое общение с матерью и сама выживать и разбираться со своими проблемами. Так она покажет, что она раскаялась и готова вернуться. Но интересно, что здесь группа людей считает и решает, достаточно ли человек раскаялся. Он решает состояние сердца человека. Интересно, что когда правовой комитет заканчивается, и мать хочет вернуть дочь, чтобы она продолжила разговор с старейшинами, давайте посмотрим эту сцену. Это очень короткая сцена. Прости, мам. Прости. В старейшинах нет ни капли сострадания. Им нужно знать, как ты себя чувствуешь. Они думают, что имеют право контролировать мою жизнь. Успокойся. Стивен, Луиза просто устала и эмоциональная поэтому. Луиза, никто ни в чем не виноват. Тебе просто нужно время. Не переживай, мы можем продолжать наши встречи. Может, вернешься? Поговорим об этом? Нет, Луиза, все хорошо, мы можем устроить другую встречу. Ты знаешь, каково это? Думать, что всемогущий Иегова все время наказывает именно тебя. Зачем? Если я и так сожалею. Я старалась, мам. Но старейшинам этого недостаточно. Нет, не глупи. Это так. Это так. То есть это нормально заставлять тебя такое делать? Бог так не поступает. Тебе нужно заслужить Его любовь. Это условие. Итак, как мы видим, что мать отвечает дочери после этого короткого разговора. Мать говорит, что любовь Иеговы Бога условна, и ты должна ее заслужить. И это та мысль, которая очень часто встречается у бывших свидетелей. И мысль о том, что я должен заслужить любовь, я должен что-то сделать, чтобы заслужить это, я недостаточно хорош.
Поскольку когда люди в организации, вот именно идет большая эксплуатация чувства вины, что ты виноват в том, что ты недостаточно хорош для Иеговы, в том, что ты недостаточно много делаешь для собрания. Возможно, ты не посвящаешь служению много времени, или не говоря уже о том, что ты делаешь за закрытыми дверями, и то, как ты нарушаешь принципы организации. Поскольку в организации много принципов, и не все люди могут быть идеальными. Кто вообще может быть идеальным? И поэтому всегда есть эта планка, до которой не добраться. И человек чувствует себя виноватым в том, что он не может быть достаточно хорошим. И также, что же получается, когда человек все это испытывает чувство вины, вот эту вот свою неполноценность в собрании, но когда его лишают общения, то эта вина еще усиливается, поскольку к этой вине прибавляется другая вина за то, как человек ушел, или за то, если его лишили общения, он считает, что это истинная организация, то там еще очень много вины есть за то, что его лишили общения, что он сделал плохо, он навредил кому-то. Но даже если он уже сам вышел из организации, возможно, он испытывает вину за то, как он вышел, за то, сколько людей он привел в эту организацию, за то, какие страдания он, возможно, причинил своим друзьям и знакомым. И проблема еще в том, что из-за того, что его лишили общения, он не может физически, у него нет возможности загладить эту вину, и эта вина остается с ним. Я встречала людей, которые были 10-15 лет назад, они вышли из организации, но когда мы пытаемся рассмотреть, в чем корень этой неудовлетворенности жизнью, то там чувство вины. Чувство вины, с которым можно справиться. Даже если человек уже ушел, мы можем все-таки загладить эту вину, находясь сами с собой, и простить себя за это, и позволить этому прощению просто обогатить нашу жизнь. И всю ту любовь, которую мы можем дать себе, и знать, что там всегда есть человек, который всегда остается с нами. Поскольку люди в собрании или вне собрания, есть люди, которые приходят в нашу жизнь и потом уходят из нее. Но там всегда есть человек, который остается с нами, что бы ни случилось. И это мы сами. Давайте посмотрим еще одну сцену из этого фильма, которая как раз отражает вот то самое представление о человеке, который всегда остается с нами. Это одна из финальных сцен, когда мать еще раз приходит к старшей дочери, Луизе. И что же старшая дочь говорит матери? Мама, я не виню тебя, правда. Я понимаю. Понимаю, что ты больше не захочешь встречаться. Но если я понадоблюсь, ты знаешь, где я. Итак, мы видим, что старшая дочь говорит те самые нужные слова. «Я тебя не виню». Я понимаю, если ты не захочешь с нами больше общаться, но я буду здесь. Я всегда буду здесь, если я тебе понадоблюсь. Вот то самое принятие, каким бы ты ни был, я здесь для тебя. Если тебе что-то нужно, я здесь, просто приходи ко мне, и мы можем это поговорить. Я открыт для общения. И то самое, как это отличается от отношения матери, которая поставила стену, которая закрылась от дочери. И дочь, которой я здесь, если тебе нужно. И важно, что если мы выходим из организации, у нас нет этой поддержки в друзьях и знакомых, родственников организации, но у нас есть мы, и мы всегда можем быть открыты для себя, подружиться с собой, простить себя и всегда быть на своей стороне, что бы ни случилось, сказать себе, что я здесь, я всегда буду здесь. Я искренне вам желаю подружиться с собой и жить счастливой жизнью, потому что мы все можем этого достичь. Доброго.